Привет, ребята, всем! Здравствуйте, подписчики! Сорян, что немного пропал на этом канале. Ребят, в этом видосе вы увидите сочные картинки. Прям мы постарались, постарались. И вы знаете, хочу вас всех поблагодарить, что вы, несмотря на всю обстановку, которая сейчас творится, остаетесь со мной. Ну а я, как и обещал, сейчас вас начну радовать, ребят, видеороликами авторскими. Возвращаются у нас заброшки, возвращаются всякие поездки. Короче, все буду выкладывать, как всегда, на этот канал. Но для того, чтобы это увидеть, ребят, в прямом эфире и самыми первыми, ну и немного поддержать меня, потому что, как вы тоже, наверное, все уже в курсе, монетизацию отключили на ютубе. Если не сложно, заходите на канал Вазда. Ссылочка внизу есть в описании. Это не так сложно, 2 секунды, там быстро разберетесь. Заходите по ссылочке, нажимаете сердечко, там такое будет, добавить в избранное. Это и есть подписаться на канал. Буду рад вас видеть на стримах, в прямых эфирах. Ну а сейчас откидывайте спинки кресел, там, где вы сейчас сидите, стульев, кресел, всего что угодно. Наливайте чаек, кофеек. Сейчас будет просто разрыв. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Поехали. Пришла весна, набухли почки, стаял снег. Хотел бы я пропеть, если бы у меня был голос. Да и строчки, в принципе, придумал сам на ходу. Но не придумал одно. Весна. Время, когда все расцветает. Когда хочется на улицу и очень хочется покушать. Сегодня наша постоянная уже, наверное, рубрика, связанная с обзором на кухни мира. Традиционные. И вот ты, мальчик или девочка, в общем-то, как и все вы, проголосовали за грузинскую кухню. Гордость, традиция, ну и, конечно же, гостеприимство и безумный вкус кавказских блюд. Вот и все, что я могу сказать про эту кухню. Вы знаете, как я к ней отношусь. Я очень люблю остренькое, свежее и вкусное. Ресторан грузинской кухни Лари. Пройдемте. Здравствуйте. Ну что ж, наконец-то я прибыл к вам. Покормите? Очень рада вас видеть, конечно, пройдем. Итак, пару слов о вашем заведении. Буду рад услышать. Наш ресторан назывался ранее «Тетри». Существует уже более 10 лет. Уже как 5 лет назад «Тетри» вырос в Лари. И обновился дизайн. Также у нас обновление по кухне. И да, пройдемте, познакомлю вас с поваром. Да, пойдемте, конечно. Ну что ж, здравствуйте, меня Алексей зовут. Давид. Ну, рад знакомству. А давайте по-простому, вы про себя расскажите, уж больно интересно. Меня зовут Давид. Я шеф-повар ресторана «Лари», собственно. Вот, поварской деятельностью уже занимаюсь около 20 лет, а из них шефом работаю где-то лет 10. Рад предложить и представить вам наши блюда вкусные, надеюсь, понравится вам. Могу рассказать? Да, вы знаете, было бы очень интересно, что сегодня мы увидим. Сразу хочу сказать от себя то, что люди знают, как я отношусь к грузинской кухне, наши подписчики, зрители. Я очень люблю вообще кавказскую кухню, ну очень и приятно. Стараюсь в грузинские рестораны всегда заезжать. Рад, что добрались. Кстати, спасибо нашим подписчикам, что порекомендовали все-таки грузинскую кухню. Набрала она больше всего голосов. Давайте начнем. Давайте начнем. Собственно, начнем с холодных закусок. Холодные закуски грузинские называются пхали. Собственно, здесь ассорти пхали. Это свекла, зеленая фасоль,
баклажаны, шпинат и болгарский перец. Ну и рулетики баклажаны, в принципе, я думаю, всем известны. Смысл в том, что это все овощи. Как правило, в грузинской еде, в грузинской кухне очень много используются орехи. Это грецкий орех, специи, соответственно. Вот. Могут быть разные овощи, но начинка, ну, основа, да, заправка – это орехи, это специи, это кинза. По вкусу они, естественно, все разные, но какие-то составляющие, основа, да, это орехи, это зелень, опять же, ну и специи. Вот, это грузинские закуски. Ну что ж, друзья, переходим от слов к делу. Я реально очень люблю вот это все. Пхали. Закуска. Пробую первый раз. Выглядит очень аппетитно. Знаете, похоже на что по консистенции? Больше, наверное, на такие вот, как паштет такой, знаете, вот, который мы на хлебушек намазываем, что-то вот такое вот. Давайте вот мы... Я просто начну сейчас и все. Я не могу, потому что уже больше сейчас... Свеколочка, такая пряненькая. Что-то здесь еще добавлено. Чуть-чуть что-то такое вроде как остренькое. Мне вот это вот нравится. Так, дальше поехали. Понятия не имею, что это. Очень похоже на смесь какой-то, знаете, как перемолотые какие-то листья торчат даже немножко. Кто знает, напишите в комментариях конкретно, что это. Пробуем. Очень свежо, очень мягенько так заходит, сочненько так. Не знаю, ребят, что это вкусно. Здесь есть травы, грузины. Вот, я не знаю, вот насколько была ароматная ливанская кухня, но у вас, знаете как, у вас вот эта пряность и вот послевкусие остроты – это вот тот самый кайф, за что я люблю грузинскую кухню. Она не сразу прям, знаешь, прям на тебе, на жестко, прям, знаешь, прям вот это вот острым. Нет. Ты покушал, еда во рту просто растаяла, и вот это вот такая приятная, вот эта вот перчиночка такая. Кайф. Мне вот это очень понравилось. Чуть-чуть остренькая такая, прям вот как надо. Угу. Так. Далее. Консистенция здесь поплотнее. Очень много, как вы тоже можете увидеть, здесь везде абсолютно добавлена петрушка, кинза. Я уверен, что типа укропчика есть. То есть прям вот вперемешку просто все здесь сочетать. Вот это остренькое, это уже поострее. Слушайте, мне понравилось. Я рекомендую. Мне понравилось, я рекомендую. Так, здесь морковка, 100%. Это для тебя. Это для тебя. Да, дружочек, для тебя. Там сидишь, там, хрумкаешь, вкусняшки. Сладенькая. Сладенькая. Знаешь, перец. Здесь перец. Здесь точно перец, здесь точно морковка. Здесь укроп, либо петрушка мелко нарезанная. Вот это крутяк. Вот это и вот это вот прям две, прям очень зашли. Вот это более такая она вальяжная такая. Ну, очень похоже на рыбный паштетик. Но понятно, что это не рыбный паштетик. Пробуем. Я не знаю, что это. Это вкусно. Это просто вкусно. Остренькое. Вот это остренькое. Хорошо прям остренькое такое. Пободрей. Очень понравилось. Причем, вы знаете,
очень хотел есть, и я вот чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот уже то, что вроде как и надо. Так. Это у нас, по-моему, баклажан, да? Должно быть остренько. Пробуем. Баклажан практически не чувствуется, он просто тает во рту. И опять же остренько. Это очень вкусно тоже. Вот это тоже прям плюс. Ну что ж, я не знаю, что сказать. Грузины — это прекрасно. Собственно, можно перейти к известному очень, знаменитому самому грузинскому супу. Это суп харчо. Готовится он у нас из говяжьей грудинки. Собственно, очень наваристый такой бульон. Пикантный, остренький. Рис, томаты, специи, зелень. Очень много разной зелени. Вот, собственно, получается очень наваристый суп. Вопрос. Да. В основном в Грузии какое мясо больше отдают предпочтение? Курица, либо знаете, говядина? несмотря на то, что Грузия очень маленькая, в разных регионах едят разное мясо. В Западной Грузии это больше птицы, да? Индейка, да, наверное? Индейка, курица, утка, все такое. В горной части это больше баранина. Ну и говядина тоже, естественно, везде. Но, опять же, смотря где, в какой Сегодня части. у нас, вы сказали, Сегодня у нас говядина. говядина. Великолепно. Конечно, сегодня у нас говядина. Ну и остренький, как я люблю. Я Конечно. просто остренькое, это моя тема, да. Надеюсь, вам будет не слишком остро. скажу, да. Вот это сейчас будет вообще разрывная. Переходим к тяжелой, да, артиллерии. Суп харчо. Обожаю этот суп, когда он правильно, по-настоящему, по-мужски, по-грузински приготовлен. Почему? Потому что он в меру острый, он безумно сытный, как и, наверное, большинство кавказских всех первых блюд. Приступаем. Ох, сейчас остренькое пойдет. Я напоминаю, с говядинкой. Сейчас. Ты там снимай. Это оно. Ты снимаешь, да? Сашенька, ты снимаешь? Какие-то комментарии здесь надо вообще вставлять, нет? Я бы, знаешь что, я бы еще поострее чуть-чуть бы взял, чтобы, знаешь, прям, ну, как я люблю. И я в следующий раз, мы сюда, когда придем, я попрошу, чтобы, ну, нормально, прям. Это оно, и переходим уже сейчас к мясным, ко вторым. Погнали. Хачапури аджарский. Аджарский хачапури готовится у нас из двух видов сыра. Имеретинский и сулугуни. Собственно, сыр, тесто, сливочное масло, ну и, конечно же, яйцо. Следующее блюдо. Пробуем хачапури по-аджарски. Сейчас пойдет процесс. Приятного аппетита. Знаю, что точишь, знаю. Жрешь, да? Жрет, смотри. Молодец. Так, я так понял, здесь отламывается, да? Прям вот так. Сюда вот прям макается в желточек, так вот. Сырочек, желточек. Ну, что здесь сказать? Выпечка. Ребят, Кавказ — это, конечно, у вас она вся супер. Ну, что я еще могу сказать? Это бомба, пушка, гонка, и я думаю, комментарии здесь излишние. Это безумно вкусно, это очень сытно. Мне кажется, одно блюдо вот такое заточить, и это очень вкусно, это очень сытно. Я думаю, что чисто вот как перекусить, взял морсик, хачапури и прям дальше погнал дела делать. Переходим к следующему блюду. Дальше у нас хинкали. Хинкали из говядины. Тоже, опять же,
Хинкали может быть разный, разные начинки, опять же в разном регионе, которые то из баранины, может быть из говядины, из телятины. Сейчас уже, конечно, больше уже становится разновидностей из там, рыбы, из грибов постные бывают, из картошки, из чего угодно. Но основное, наверное, это все-таки баранина, правильно? Да, баранина и говядина, конечно, да. В горной части зелень не добавляют, то есть зелень это уже ближе к городской истории. Аутентичная, традиционная, она была просто рубленое мясо, тесто, лук, ну и бульон, соответственно, без зелени, без специй, без ничего. У нас такой более городской вариант, так как мы в большом городе. Ну что, переходим к мясным блюдам. Ну, здесь хинкали. Хинкали, у нас хинкали с телятиной. Мне там что-то за кадром вот эти вот, кто стоит, незнакомые мне люди сказали, должно быть какое-то количество оборотов, строго определенное. Ребята, я не знаю. Я знаю, что это просто вкусно и все. А вы там, сколько вот это оборотов, ваших этих необоротов. И я первый раз сегодня в своей жизни увидел ложку. Что еще нужно человеку для счастья? Я, может быть, что-то сделаю не так. Обидеть никого, мужики, не хочу и девушки. Мне сказали, что надо брать вот так. Вот так вот придерживать, да, снизу, чтобы бульончик не утек. Но я вам так скажу, я стример, и сила всасывания такая, что у меня никогда ничего никуда не утекает. Что, да, ну, а как? Ну, это шоу-бизнес, да. Можно здесь тоже ничего не говорить, я просто покушаю все. Вы там как хотите, за вот этим кадром вашим. Я просто перчика еще поддам немножечко. Ты там говори что-нибудь, я пока покушаю. Слушай, ты напиши, кстати, в комментариях, ты что сейчас кушаешь сегодня? Ну, не надо там писать эти омары, там с приправой из рога единорогов. То, что у нас в холодильнике обычно есть. Напиши. Чекай, сейчас Дошик напишет, смотри. Это 100%. Очень вкусно. С зеленью. Я за кадром это докушаю, вы не думайте. Там все сейчас уйдет, нормально все будет. Ребят, ну это очень вкусно. Это одно из, наверное, любимых моих блюд, когда я приезжаю в грузинский ресторан, я беру всегда, что я, допустим, да, беру, это три ха вот этих я и беру. Харчо, хинкали и хачапури. Так что давайте перейдем к блюду. Не помню, как называется, но сейчас я скажу. Поехали. Следующее наше блюдо – это чикмерули, цыпленок. Это фермерский цыпленок. Он запекается, отдельно готовится соус. Соус на основе сливок, сливочного масла и такая очень интересная приправа, сванская соль называется. Она очень сильно обогащает и дополняет это блюдо. Вот. И после того, как запекается цыпленок, заливается соусом, томится еще в нем какое-то время. И, собственно, получается вот такое интересное, вкусное. Кажется, сейчас те, кто нас смотрят, уже расчехлили холодильники, полезли. Кстати, приятного аппетита, ребят, кто сейчас кушает. Я уверен, да, многие сейчас именно этим занимаются. Ну что ж, дорогие друзья, мясо. Вот оно. Сейчас скажу. Вы там поправьте меня. Чикмерули. Между Ч и К нет никакой больше буквки. Чикмерули. Ну, чисто. Цыпленок табака в сливочно-чесночном соусе. Как нам объяснили, кушал цыпленка табака, но вот прям вот чтоб вот правильно его кушать, наверное, нет. И не в грузинских ресторанах точно. Значит, у нас принесли нам хлебушек. Мы берем хлебушек. Ой, как хрустит все. Вот, собственно, макаем хлебушек, как в яичко. В хачапури. Вот так вот макнули. Сливочно-чесночный соус пропитывается. Хрустящая корочка сейчас просто стоит. Ну ничего. Я их угощу покушать. Вот так вот.
Ну, еще раз надо макнуть. Слушай, ну это прям оно. Это я теперь знаю, что я еще буду брать в грузинских ресторанах. Нам сказали, ручками можно. Так вот берем вот так вот ножичку. Вот так вот. Аккуратненько, да? Вот так вот, просто вот. Ой, я не могу, у меня руки аж сейчас затряслись просто, и все, ребят. Вот так вот. Такой, знаете, мне есть обязательно опять что-то говорить? Скажи мне, пожалуйста, я просто, может, что-то не знаю. Все хорошо. Вот это вот сочность, там вот это вот твое. Там сам что-нибудь за меня в монтаже, ладно, вставь. Вот это там, как, насколько там сочное, все вот это вот. Там из чего готовят, вот это. Ох, соус просто. Шеф-повару уважение. Уважение. Давид. Это оно. Это оно родное. Ребята, я правду вам говорю, вы там как хотите, но вот это вот я вот 100% рекомендую вам попробовать. Это оно. Нет, ну это божественно. Он залетает, этот цыпленочек, как просто дети в школу. Причем он, знаешь, именно не жирный, вот кажется, да, вот жирное блюдо. Не. Он вот именно вот прям вот как он должен быть, сочный. Такой прям, знаешь, прям тает, прям такой... Нет, ребята, вы как хотите, надо мне собираться в тур на Кавказ. У вас все слишком вкусно, слишком гостеприимно и слишком красиво. Нет, если бы, конечно, грузины бы пригласили, да, вот так вот сказали бы, вот, ну, оттуда, понимаешь? Сказали бы, а приезжайте к нам, мы вам покажем Грузию. А я бы, знаешь, как вот им сказал? Я говорю, ну, тогда давай. Мы бы вот так собрались с ребятами, на машинке бы сели и приехали. А там вот это... Они пригласят? Я не знаю. Я жду все. Вот с Дагестана ребята, кстати, пригласили. Уважаемые люди. Да. Вот что-то вот с других республик почему-то не приглашают. Угу. Да. Я бы, знаешь, бы как хотел. А нет, казахи еще приглашали, между прочим. Тоже дяди, тети, да. Да. Ну, нам все по-простому. Нам не надо там вот это вот, чтобы там, да. Нам по-простому. Вот в семью бы вот так вот пришел, мне бы вот так вот уточку вот так приготовили, я бы, знаешь, как сказал? Ой, как у вас хорошо, а? Да? Представляешь, как у них там сейчас красиво, какие овощи. Ой, я бы, ты знаешь, вот пальчики сейчас бы как бы облизнул, но на камеру это делать не буду. Ребят, я не знаю, что говорить. Это просто пушка, гонка, бомба, вот и все. Это тает мясо, это безумный соус. Вот так в хлебушек макаешь, вот так вот. Знаешь, что не хватает? Я за рулем просто обращаюсь к хозяевам заведения. Ребят, вот еще бы вот винчика красенького бы. Ой, ну было бы, ну прям вот оно. Вот прям-то я понимаю, вот почему вот его вот туда, вдогон, да. Я жалею, что я не живу в Москве и не могу вот в такие заведения каждый день заходить. 100% бы в подобных заведениях или в этом бы заведении я кушал каждый день. Так что это... Во! Я заметил одну вещь. Да. Когда вы носили блюдо за кадром, безумные вот эти вот ароматы, я так понимаю, все-таки грузинская кухня, она это вот про приправы, да, какие-то ваши, про вот это вот все, потому что очень-очень приятно пахнет, это очень яркие запахи. И вы знаете, я вот, допустим, какие-то даже вещи, вот, например, как закуски,
наверное, стыдно, но ни разу не пробовал. Сегодня первый раз я их попробую, обязательно дам свой небольшой отзыв, что и как. Ну, в принципе, наверное, задам вопрос, который уже стал таким, наверное, традиционным на нашем канале. Вы сам грузин. Конечно. С чего начинается завтрак в Грузии? Вот традиционный. Завтрак в Грузии Да. обычно... Вот вы начинается- проснулись, Да. так, и что первое? Вы просыпаетесь от того, что или бабушка, или мама печет хачапури. Да, конечно. Печет хачапури. И завтрак в Грузии это очень такой прям, как и вообще еда и застолье, это огромное значение имеет. Огромное такая прям, знаете, большое застолье, много людей, большая семья. Это очень замечательно. Вот. И завтрак это хачапури. Всякие разные. То есть плотный довольно завтрак. Да. То есть много Да, кушаете. Конечно, конечно. Значит, смотрите, это хачапури, а пьете чай? Пьют, начиная от мацони. Мацони – это грузинский такой, скажем, йогурт. Очень вкусная вещь, Такой между прочим. кисломолочный, да, очень вкусный, очень полезный. Вот, мацони, конечно же, опять же, чай. Есть такие, как, ну, скажем, как вареники. Они по-грузински называются квари. Вот из сыра, может быть, из картошки. И ну, такой... Сыры у вас очень вкусные. У вас вообще начинка, когда идет сыр, это Сыры, да, в Грузии отдельное искусство. очень много, опять же, разновидностей. И какие овечьи, какие козьи. Очень много разных, с разными наполнениями. Вот. Так что разнообразие большое. Хорошо, перейдем к обеду. Перейдем. Как там дела обстоят? Что? Там, наверное, вообще целый пир. Слушайте, согласен. А в Грузии на самом деле никогда не готовят, скажем так, вот сколько человек в семье, да, там, не знаю, 5-6, скажем, всегда готовят гораздо больше. Потому что в Грузии, Гости. конечно, в Грузии всегда ждут гостей, как и сосед может зайти, как и кто-то друг может приехать. Там же в любое время людям готовы, рады накрывать столы. Ну, вот, поэтому готовят всегда там на большее количество людей, нежели там члены семьи. Вот, обед, опять же, в разных регионах он может быть, опять же, разный. Вот. Это не бывает просто какое-то одно блюдо. Это может быть и салат, и суп, и второе. Это несколько блюд, которые ну, просто вот на столе. Вот. И, конечно, без вина, белого или красного, вот, тоже не обходится, естественно. Вообще есть такое, не знаю, стереотип, хотя не стереотип, почему люди просто думают, что в Грузии вместо воды запивают все вином. Вот эту воду как-то. Почему-то не именно пьют. красным. Вот у меня в голове стоит, что обязательно вот бокал красного вина должен быть. Согласен, но тут опять же по предпочтению. Я больше предпочитаю белое. Вот. А красное, конечно, Вина тоже. все свои, Естественно, да. Это такое, если в Грузии мужчина, ну, как-то не делает вино, они еще хвастаются же потом. Они обязательно, конечно, надо позвать соседа, друзей. Попробовать. Да, попробовать. Попробуйте мое вино, как у меня получилось. Слушайте, надо, мне кажется, всем народом съездить в начинать, Грузию. во-первых, съездить в Грузию, да, и уже начинать вино делать, чтобы все дружно жили. Согласен. И ужин. Ой, ужин... Тоже? Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, обед плавно перетекает в ужин. он Да, в Грузии готовят постоянно. То есть с утра можно начать процесс, и мамы, и бабушки, они просто в деле все время. То есть там можно готовить круглые сутки. 3 блюда. Вот крайний вопрос. Вот первое, что в голову приходит, но вы сразу ответите. 3 блюда, вот с которыми у вас ассоциируется Грузия. Я приехал, первое, что вот я захожу в заведение в Грузии, что вот первые 3 блюда, которые вот Грузия, без них не Грузия. Это же, конечно, хачапури. Ну, мне кажется, самый узнаваемый это аджарский хачапури. Это да. Вот, конечно же, хинкали.
конечно же, просто хачапури, хинкали. Добавление одно да, другое. и харчо. Они даже начинаются, мне кажется, на одну и ту же букву. Хачапури, хинкали, харчо. Все, Вот, 3Х, да. Опять же, если меня спросить, что я люблю и что у меня ассоциируется, что у меня ассоциируется с детством, и мое любимое блюдо, это, конечно же, запеченный в тандыре молочный поросенок, которого я там обожаю с самого детства. И у нас есть, кстати, в меню. Вот, наши дорогие зрители могут с удовольствием прийти, попробовать. Уверен, им понравится. Я был очень приятно удивлен на то количество и разнообразие блюд. Я, кстати, хочу подчеркнуть, довольно редко это встречаю, что блюд огромное количество. Да. И даже те блюда, про которые вообще я первый раз вот, визуально, да, увидел. Поэтому, я думаю, мы к вам не последний раз. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к концу этот ролик. Как всегда в комментариях пишите, какую следующую кухню народов мира нам попробовать. Всем спасибо, всем приятного аппетита и встретимся в следующих видеороликах. Да подожди, стой! Короче, снимай давай. Все, они уже все ушли, которые не смотрели до конца. Короче, давай я по-простому скажу, сейчас кофеечку тяпну, погоди. Я вот этот официоз, оно мне и не надо, да. Ай, администратор кофе вареным пылом угостился. Сами сварили. Вот так вот мизинчик я оттопырю, да, вот как вот дилетант. Ой. Значит так, сейчас я скажу, как есть. Короче, ребят, у нас общий чек вышел со скидкой дневной. Это не нам делают, это общая, я так понял, скидка действует. Дневная, да, скидка 20%, оно так и есть, на 3000 рублей, 2946. Скажу от себя так, то что, наверное, скушать все блюда – это много. То есть, в принципе, на полторашечку можно прям, ну, наесться конкретно. Как бы я кушал, я бы, наверное, вот цыпленочек заточил, кофеечком, чаечком бы запил, и уже я накушался. То есть, я думаю, даже до кэсика можно это все уложить. Спасибо всем тем, кто топил за грузинскую кухню. Я наконец-то побывал в очень крутом ресторане. И вы знаете, один, наверное, из немногих раз, когда я немного скажу по-простому, но все-таки. Крутизна ресторана начинается не с его звезд, а регалий. Это одно из тех мест, в котором с самого начала, не зная, кто мы, не зная, кто им звонит, люди настолько душевно и радушно нас приняли, насколько это возможно. Владельцам этого заведения, людям, кто меня смотрит и владеет этим бизнесом, спасибо вам за это место. Это реально круто, потому что какой у вас шеф-повар, как вообще атмосфера, обстановка. Я посмотрел за кадром, как у вас официанты работают. Это круто, ребят. Вот именно таких заведений не хватает в моем городе. Поэтому респект, уважение. Ну и ждем приглашения в Грузию. Так что как-то так. Ну, все. Вот теперь точно все. Мы пошли доедать все, там, это вкусняхи ваши. Это было круто. Всем приятного аппетита и чистого неба над головой. Удачи, ребят.